Небо целует бескрайний простор, где с рассветом ведет земля разговор. Трудятся люди, чье сердце горит, в чьих ладонях колосьев золото спит. Вы кормите родину каждый рассвет, важнее и выше призвания нет. За вами стоят большие дела, чтоб вечно Россия жила и цвела. Труженики села, за вами большие дела, чтоб хлебом и миром отчизна родная цвела. Широка душа, как поля в золотом огне, живете, трудитесь вы в великой стране. Из уст в уста, от отца и до сына, память предков, живая картина. Чтите традиции, цените дом, детский смех льется рекой, большая семья, крепкий оплот. История в ваших деяниях живет, сохраняя былое, глядите вперед, туда, где за пашней солнце встает. Пусть ветер поет в необъятных краях о ваших мозолях и честных трудах. Вы сила народа, вы гордость земли. Завтрашний день мы уверенно шли. Труженики села, за вами большие дела, чтоб хлебом и миром отчизна родная цвела. Широка душа, как поля в золотом огне, живете и трудитесь вы в великой стране. В великой стране, на благо людей. Труженики села. На сцене Мия Бойко и хореографический коллектив «Заслава» филиала «Дарование». Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада открывать такое мероприятие. Вижу здесь своих знакомых. Добрый день. Большая честь сегодня здесь находиться. Я сама из деревни, из большой семьи, и первые 18 лет жизни прожила в деревне. Поэтому я знаю, что это такое — быть тружеником села. Я наблюдала ваших коллег и сама была причастна к этому. Каждый день своей жизни вы встаете раньше всех. Вы уходите спать позже всех. И спасибо вам большое за то большое дело, которое вы делаете для нашей страны. Благодарю вас. Уважаемые участники, мы начинаем стратегическую сессию «Российское село. Пространство возможностей». Приглашаем на сцену спикеров стратегической сессии. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевелкина. Генеральный директор акционерного общества «Росагролизинг» Павел Косов. Заместитель председателя правления акционерного общества «Россельхозбанк» Денис Константинов. И председатель Совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Модератор стратегической сессии – первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Ну что, дорогие друзья, после такого замечательного гимна труженикам села, давайте мы им еще раз поаплодируем. И спасибо исполнительнице за такую зажигательную речь, слова и песню. Она позволяет нам провести стратегическую сессию на таком же высоком уровне, позитивно, конструктивно. А чтобы вернуться в то обсуждение, которое состоялось вчера, позвольте вам предложить вчерашнее обсуждение, выступление, вступительную речь председателя Совета Федерации и слово президента. Пожалуйста, на экран.
Уважаемые коллеги, в адрес нашего форума поступило приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для его оглашения приглашаю к микрофону полномочного представителя президента Российской Федерации в Совете Федерации Артура Алексеевича Муравьева. Артур Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Участникам и гостям третьего Всероссийского форума тружеников села. Дорогие друзья, приветствую вас на форуме, собравшем в Москве сельских жителей, работников агропромышленного комплекса, представителей органов власти и бизнеса. За прошедшие годы ваши встречи приобрели высокий авторитет, как востребованная площадка для профессионального, экспертного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с комплексным развитием сельских территорий, повышением доступности современного образования и медицинской помощи, совершенствованием транспортной и энергетической инфраструктуры с решением актуальных демографических, экологических, природоохранных проблем. Подчеркну, что перспективные предложения, выработанные на форуме, учитываются на практике при реализации наших планов по благоустройству малых городов, сел и деревень, продвижению программ поддержки агропромышленного комплекса, одного из флагманов отечественной экономики. Уверен, что нынешняя встреча пройдет плодотворно, даст старт новым содержательным инициативам. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемые коллеги, приветствие президента лишь очередной раз показывает, что аграрный сектор, труженики села в фокусе внимания государства. И, конечно же, нам сегодня предстоит провести обстоятельный разговор, честный, откровенный, на все те проблемы, которые обсуждались и вчера в зале пленарного заседания Совета Федерации, и сегодня продолжим на площадках круглых столов. Но в первую очередь, конечно же, хочется предоставить слово ведомству, которое определяет государственную политику в нашей стране, Министерству сельского хозяйства, и заместителю министра Ксении Шевелкиной предоставить слово. Ксения Леонидовна, пожалуйста. С места, Андрей Владимирович? Да, как удобно. Уважаемые коллеги... Мы здесь давайте договоримся с места, чтобы без президиума и зала. Мы работаем все на местах. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Андрей Владимирович, Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Я всех рада приветствовать сегодня вот в таком большом национальном нашем центре, который на самом деле является такой триггерной точкой для того, чтобы мы сегодня обсудили и продолжили обсуждать, потому что вчера очень, мне кажется, активно прошел наш установочный день, форум, где обсудили важнейшие вопросы, нам труженики подсветили очень важные такие болевые точки, над которыми будем работать вместе с ведомствами. И сегодня я бы хотела немного поделиться теми результатами, потому что у нас их немало, которые достигнуты на сегодняшний день. Если можно, мне кликер, пожалуйста. Да. Спасибо. Ну, начну и, может быть, немного буду повторяться с тем, что... Немного буду повторяться с тем, что было у нас обозначено вчера Оксаной Николаевной, Дмитрием Николаевичем. Действительно, финансирование государственной программы, оно у нас идет вверх, и, безусловно, здесь ключевую роль играет Совет Федерации, Государственная Дума и Единая Россия, которые нас поддерживают, и непосредственно коллеги, которые вот топят за наше финансирование, и те результаты,
которые мы сегодня можем показывать, они без финансового обеспечения, конечно, были бы невозможны. Сегодня финансирование госпрограммы составляет почти 600 миллиардов рублей. Это средства федерального бюджета. В текущем году у нас такая достигнута уже колоссальная точка по финансовому обеспечению. Мы понимаем, что все средства, которые вложены в реализацию этой государственной программы, они конвертированы в результаты. Более 6 тысяч объектов было модернизировано и построено. Мы тотально контролируем, чтобы все те объекты, к которым мы имеем отношение, они функционировали, чтобы они были востребованы населением. Смотрим на то, как они обеспечены кадрами. К сожалению, есть, конечно же, еще те ниши, над которыми нам надо работать и привлекать специалистов в те учреждения, которые мы вместе с вами построили. И, конечно, здесь еще предстоит большая работа. Но 17 миллионов человек, которые проживают в сельских территориях, они получили на новые модернизированные объекты, получили более качественные условия для того, чтобы предоставлять им социальные услуги. И почти 13 тысяч населенных пунктов нам удалось зайти в них, модернизировать как и общественное пространство, социальную инфраструктуру, дороги. Здесь большая работа у нас выстроена с ведомствами. Мы понимаем, что не только государственная программа комплексного развития сельских территорий вносит вклад в развитие сельских территорий, но и наши коллеги из Министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта, Минтранс России, Минстрой. И, конечно же, это такая совокупная большая работа, и мы видим, что регионы активно пользуются и другими мерами поддержки. Мы, конечно, рассчитываем на то, что такая синергия, синхронизация, она будет более активно шагать. Почему? Потому что сегодня одним из условий реализации госпрограммы, я думаю, что все те, кто принимает в ней участие, знает, что поставлено условие софинансирования из других государственных программ. Мы сначала с опаской вообще такую норму прописывали, но когда посмотрели первые заявки, убедились, что на самом деле и не 30, а целых и 50, и 60% главы районов сумели привлечь на развитие своих территорий, и это нас очень радует. Конечно же, вчера очень много говорилось, и мы также поддерживаем, что жилищная инфраструктура и обеспечение жилья специалистов молодых – это ключевая задача. Мы развиваем это направление через строительство жилья в найм. Знаем, что очень многие уже ожидают результатов новой заявочной кампании, которая у нас сейчас проходит. Мы рассматриваем заявки на очередной финансовый год. И, конечно же, уже текущим летом при формировании бюджета будем готовы поделиться предварительными проектами, которые возьмем уже в следующем году. Что важно, что 2160 опорных населенных пунктов, которые были отобраны правительством, большая часть из них составляет это сельские территории и малые города. И мы понимаем, что большая ставка сделана на сельские территории с точки зрения демографии, экономики. И сейчас с коллегами, когда рассматриваем инфраструктуру социальную, конечно, смотрим через призму экономики, экономического вклада в том числе в ВРП, и то, как наша инфраструктура и ее создание и модернизация повлияет на качество жизни и новые экономические результаты. Важно сказать, я здесь, коллеги, конечно, привела только малую часть наших результатов, что есть рост населения в тех населенных пунктах, где инфраструктура практически уже сделана под ключ. То есть мы понимаем, что опорные населенные пункты, такие сервисные населенные пункты, которые должны обеспечить не только себя, но и прилегающие территории. Каждый субъект, каждый губернатор сейчас утвердил перечень прилегающих территорий, которые относятся к опорным населенным пунктам. Мы понимаем, что было бы ошибкой смотреть опорный населенный пункт сам в себе. Мы смотрим это все вкупе, и, конечно же, вот те результаты, которые есть, они показывают, что это работает, что когда мы делаем связанность хорошую между прилегающими территориями и опорными населенными пунктами, ставим туда, конечно же, маршрут общественного транспорта, это все, в общем-то, на самом деле очень важно, и нельзя это откидывать в сторону. Хочу последнюю, наверное, такую мысль озвучить, что все это было бы невозможно без кадров. Мы сейчас активно занимаемся
кадровой повесткой, и агротехнологические классы, и уже очень многие мне присылают, как инициативно губернаторы открывают и группы в детских садиках, и понимают, что нужно вот делать вот такие треки, бесшовные. Мы понимаем с своей стороны, что надо работать уже с школами не только с 7 класса, но и раньше начинать, чтобы вот не было вот этой прерывности, когда мы в детском саду поработали с ребенком, да, и потом уже возвращаемся к нему только в 7 классе. Вчера было озвучено, что было бы неплохо участникам агропрофессионалитета тоже компенсировать, да, до 90% затрат на практику, стажировки. Мы считаем, что это предложение очень интересное, мы обязательно его проработаем. Но, коллеги, конечно, все здесь в руках ваших, инициатива от вас и поддержка от нас. Мне кажется, вот такой синергетический эффект у нас вместе получится при поддержке Совета Федерации. Спасибо. Спасибо, Ксения Леонидовна. На самом деле я хотел еще раз сказать слова благодарности этому замечательному ведомству и руководителю Оксане Николаевне Лут. В чем секрет? В том, что все, что говорится на форуме тружеников села, всегда становится потом реальным делом, реализованным делом. Об этом вчера говорил и председатель Совета Федерации, и заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. И, конечно же, я уверен, что и наш сегодняшний юбилейный форум, сегодняшняя стратсессия сделает такие фокусы внимания министерству, которые тоже будут реализованы в перспективе. Спасибо, Ксения Леонидовна. На самом деле всегда в партнерстве работаем. И, безусловно, главный инструмент — комплексная программа комплексного развития сельской территории, она себя зарекомендовала, и она должна дальше существовать. Коллеги, идем дальше. Я специально не останавливал Ксению Леонидовну, все-таки ведомство, определяющее государственную политику, но остальным спикерам буду предупреждать, когда вот сигнал времени будет истекать. 5 минут мы даем на выступление, потому что много желающих выступить. Дорогие друзья, я хотел бы передать слово Павлу Косову, руководителю Росагролизинга. Известный человек, вы знаете, что этому замечательной структуре исполнилось 25 лет. Вот. Есть новые подходы, новые направления, ведомство переформатировалось. Вот. И, конечно же, очень важно услышать от первого лица, как будем работать дальше. Павел, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад в очередной раз быть здесь с вами на 10-м уже форуме на сегодняшней стратегической сессии. Мы, когда говорим о развитии сельского хозяйства, мы не говорим про гектары, про какие-то другие истории, мы говорим про главное, что в сельском хозяйстве есть. Это люди, это те, кто на самом деле работают, те, кто делают то дело, которое так необходимо всем нам и нашей стране. Я не буду сегодня рассказывать о роли Росагролизинга в лизинге сельскохозяйственной техники, я расскажу о новом направлении, которое мы в этом году начали, будем активно развивать. Я говорю о том, что мы начали развивать сеть машинно-технологических компаний МТК, которые, на самом деле, мне кажется, могут поменять немножечко восприятие того, как техника должна работать в сельском хозяйстве. Мы сегодня видим несколько ключевых вопросов, которые всех, безусловно, волнуют. Это как обновлять парк техники, если техника и ее обслуживание с каждым годом становится все дороже и дороже. Особенно это касается малых и средних предприятий, которым зачастую иногда покупать технику на самом деле становится достаточно накладно, а может быть даже и не всегда нужно. Второе, это, безусловно, проблема с кадрами, где найти механизаторов, и уже, заметьте, не просто механизатор, это уже не механика, это навигация, это целый ряд других цифровых инструментов, которые используются в технике, это искусственный интеллект и многое чего другое. Здесь нужно специальное дополнительное образование. Как не простаивать техники в сезон, потому что техника ломается, могут быть какие-то неполадки, могут быть еще что-то, еще что-то, еще что-то. И самое важное, техника в хозяйствах не всегда работает эффективно, потому что если у тебя там комбайн, образно говоря, работает там 2, максимум 3 недели в году, а стоит он как чугунный мост, но это на самом деле достаточно накладно и тяжело, и опять-таки повторюсь, не всегда нужно. Наше мнение, что МТК, повторюсь, машинно-технологическая компания, как раз отвечает на те вопросы, которые я только что обозначил. Прежде всего, МТК позволяет снизить потребность аграриев в крупных капитальных вложениях. Для многих хозяйств покупка техники – это серьезная финансовая нагрузка, особенно если речь идет о небольших предприятиях или КФХ. В модели МТК хозяйство получает технику без необходимости формировать собственный парк. Это напрямую повышает технологическую доступность для малых и средних предприятий. Они могут работать на высокопроизводительных машинах, которые самостоятельно приобретать очень сложно. Отдельно важно, что МТК помогают компенсировать дефицит квалифицированных механизаторов. Сегодня современная техника становится все более цифровой, технологичной. Я уже об этом говорил.
Кроме того, МТК становится площадкой для внедрения цифровых и автономных решений в агропромышленном комплексе. Именно здесь появляется возможность тестировать телематику, системы мониторинга, элементы искусственного интеллекта и точного земледелия в реальных полевых условиях. Еще одно важное направление – это работа с данными. Через машинно-технологические компании можно собирать и анализировать информацию о загрузке техники, сроках выполнения операций, расходе топлива, простоях и эффективности работы в разных условиях и с разными культурами. Это позволяет принимать более точные управленческие решения. И что важно для аграриев, МТК дает возможность протестировать технику в реальных условиях и оценить ее эффективность до принятия инвестиционного решения. По сути, МТК постепенно становится новой инфраструктурой доступа к современным технологиям на селе. Экономический эффект МТК особенно заметен на горизонте нескольких лет. Для средних и крупных хозяйств с площадью сельхозземель более 900 гектаров экономия может составить до 45%, а для КФХ, у кого меньше 250 гектаров, по нашим скромным расчетам, затраты могут быть снижены на 240% в течение нескольких лет, повторюсь. Это не сразу эффект имеет, к сожалению. Причина понятная. Хозяйство платит за выполненную работу, а не за покупку, обслуживание, ремонт и хранение техники в течение всего года. То есть МТК позволяет хозяйству не замораживать деньги в технике, которая используется несколько недель в году. Средства остаются в обороте, техника приходит тогда, когда она действительно нужна. То есть техника от МТК должна оказаться в нужное время, в нужном месте. Мы в этом году уже 3 МТК открыли, 13,4 миллиарда рублей, на самом деле, это те инвестиции, которые мы понесли в этом году. Есть еще дополнительные, которые мы профинансировали МТК сторонние. У нас уже в полях работают практически 1500 единиц, и в этом году мы ставим перед собой задачу обработать более 2 миллионов гектаров. Повторюсь, мы только в этом году начали, но мы будем очень активно развивать это направление и впредь. Социальный эффект. Мы, безусловно, создаем новые рабочие места. И помимо этого, вот, например, в Башкирии мы планируем создание учебно-производственного центра МТК «Ралбашкортостан». К 2029 году там планируется обучение 500 человек по 2 направлениям – растениеводство и механика и цифровой инжиниринг. Это очень важно, нам квалифицированные кадры, безусловно, нужны. Параллельно мы занимаемся популяризацией и сельского хозяйства, и всего, что касается техники в сельском хозяйстве. Мы создали Федерацию тракторного спорта, которая будет принимать активное участие в популяризации, повторюсь, всего этого движения. В 26 регионах уже открыли представительство. На открытом чемпионате по пахоте в этом году он уже будет проходить под эгидой данной федерации. Если подводить итог, то развитие села сегодня напрямую связано с тем, какие возможности есть у людей на местах. МТК дают аграриям доступ к современной технике, помогают снижать издержки, закрывать кадровые вопросы и выполнять работы в нужные агротехнические сроки. Вместе с Федерацией тракторного спорта это будет помогать сделать труд механизатора более заметным и уважаемым в нашем деле. Для Росагролизинга развитие МТК – это основное направление, которое мы сейчас будем развивать. Я благодарю всех за внимание. С удовольствием в рамках сегодняшней стратсессии, если будут, отвечу на любые вопросы, которые у вас есть. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш труд и за вашу поддержку. Павел Николаевич, один маленькую реплику. Когда чемпионат по тракторному спорту в стране будет? Вы федерацию провозгласили, а чемпионат когда будет? Первый. Чемпионат России по пахоте вместе уже с Федерацией тракторного спорта пройдет с 16 по 19 августа в Минеральных водах. А почему же не приглашаете участников форума? Ну вот это главный вывод. Всех ждем. Коллеги, все на чемпионат по тракторному спорту. Косов приглашает, и обязательно будем болеть за наших. А там все наши. Там все наши. Там все наши. Но если серьезно, конечно, это то направление, которое сегодня продвигает Росагролизинг, создание МТК, машино-тракторных компаний, абсолютно, мне кажется, перспективно. Надо к нему внимательно присмотреться. Территории огромные. Надо понять, как они будут реализованы на нашей, как говорится, российской почве. Но всегда, когда мы применяем чей-то опыт, надо посмотреть и на международный опыт. И в этой связи, коллеги, я бы хотел предоставить слово Александру Михайловичу Никулину. Очень важный человек, он представит нам опыт обзор международного развития аграрного сектора. Александр Михайлович, руководитель Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Александр Михайлович, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Спасибо, что предоставляется слово науки и охарактеризовать проблемы, место России с точки зрения мирового сельского развития.
Нам надо будет сейчас буквально за 5-7 минут сорганизовать такую международную сельскую панораму. Знаете, есть такая телевизионная передача. Так, пожалуйста, можно презентацию поставить? О, отлично, отлично. Так, только единственное, посмотрите еще так. Так, давайте вот начнем. Итак, значит, давайте посмотрим ситуацию в целом, что у нас обстоят как дела с сельскими странами, с сельскими территориями. И если мы посмотрим на всемирную карту, то обнаружим, что она разделена на две половины. Вы видите, синяя и красная. В чем разница? Синие страны – это так называемые страны глобального севера. Это давно индустриализировавшиеся страны с высокотехнологической культурой, это богатые страны. И главное, у них доля сельского населения небольшая. Как правило, это 25% и меньше. А красные страны – это еще в значительной степени сельскохозяйственные страны. В них еще сохранилось крестьянство в громадных масштабах. И вот если говорить о России, то формально мы находимся в клубе синих стран. Хотя некоторые черты красных стран для нас тоже характерны. Ну, вот я здесь привел численность и долю сельского населения крупнейших стран мира, потому что Россию надо сравнивать себя не с Люксембургом и даже не с Финляндией, а с Индией, Китаем, США, Бразилией. И мы с вами видим, например, Индия, она в числе красных, у нее еще 63% сельского населения доля составляет. А в Китае 35%, в Соединенных Штатах 16%, в России 25% это сельское население. И важнейший показатель также состояния сельского хозяйства и сельского общества – это количество работающих в сельском хозяйстве. Вот у нас 25% живет на селе, но работают уже сейчас только 5%. Это непосредственно работники сельского хозяйства. Остальные 20% – это бюджетники, это представители малого бизнеса, это пенсионеры. Вот. И вот эта доля работающего населения и непосредственно живущего на селе, она очень важна. Я должен сказать, что сейчас, последние примерно 25 лет во всем мире, вот среди синих стран, эта доля 25%, она примерно остается стабильной. И Россия вышла тоже на этот показатель – 25% сельского населения. Ну, давайте теперь посмотрим. Мы много работаем с нашими коллегами за рубежом и посмотрим теперь на демографические карты стран-гигантов. Что мы здесь видим? Прежде всего мы с вами видим огромное запустение площадей и территорий всех гигантских стран с точки зрения сельского хозяйства. Они производят громадное продовольствие, но оно все концентрируется в наиболее плодородных регионах. Так же, как у нас, например, на Кубани или Черноземье, также в отдельных направлениях Бразилии, в США и в Китае. И возникает огромная проблема, что же делать со всеми остальными сельскими территориями. Как же по этому пути идут другие страны, которые мы сейчас с вами посмотрим. Вот мне бы хотелось рассказать немножко об опыте Китая. Мы практически год через год посещаем наших китайских коллег-аграрников, изучаем их опыт преобразования. В Китае принят комплексный план ревитализации сельских районов Китая. В него вкладываются громадные ресурсы. Китай может себе это позволить. И когда вы бываете в тех или иных регионах, создается впечатление, что в китайской провинции сельской строят просто метрополитены. Столько туда вбухивается бетона, стали, современной инфраструктуры. При этом все это еще и компьютеризируется и цифровизируется. Внимательнейшим образом прорабатываются детальные планы отдельных территорий. Очень эффективно работает государственный аппарат, партийные органы и наука. Вот эти фотографии как раз отражают результаты наших поездок. Но есть ли у Китая проблемы? Есть, и очень-очень серьезные. Прежде всего, вот мощная политика «одна семья, один ребенок» привела за 3 десятилетия к резкому демографическому постарению нации, и особенно в сельской местности. Китай знаменит с традициями своей крепкой дружной семьи, и вот сейчас это главная психологическая травма для китайского общества, что происходит разрыв между отцами и детьми, что то, что было немыслимо для Китая, обнаруживается вдруг беззащитные старики. Вот последняя в углу здесь картинка показывает бывшая сельская школа, которая преобразована для дома для престарелых в Китайской республике. И сейчас огромные средства вкладываются в то, чтобы преодолеть этот разрыв поколений. Посмотрим на Бразилию.
Бразилия – это совсем другой тип страны. Здесь нет такого мощного государства. Здесь постоянно ведется борьба между разными политическими партиями. Сейчас реализовывается политика сельского развития Лулы да Силва. Но Бразилия сделала громадный скачок в области образования, высшего образования прежде всего. Бразилия сейчас один из лидеров в области передовых аграрных университетов и передовых аграрных исследований. Бразилия также известна и знаменита своим кооперативизмом. Вот у нас дедушке Ленину стоят памятники, а в Бразилии стоят памятники кооператорам. И бразильцы одновременно очень благодарны России, российскому кооперативному опыту. Они изучают наши труды, наш опыт, но я имею в виду предшествующий исторический опыт. И одна из сил бразильской кооперации, правительство Лулы да Сильва, обеспечивает возможность реализации кооперативной продукции, прежде всего в учреждениях культуры, образования, в детских садах, в школах и так далее. Главная проблема для Бразилии – это бедность, это наследие нищей латиноамериканской страны, даже, я бы сказал, не бедность, а нищета. Сельская бедность есть и у нас, но такой нищеты, как в Бразилии, я, честно говоря, не видел, не бывал в Африке. И вот сельскую нищету сейчас страна ликвидирует благодаря быстрому и успешному кооперативному развитию сельского хозяйства. Ну, наконец, наша страна на этом фоне. Прежде всего, надо сказать, конечно же, что у нас имеется собственная государственная программа комплексного развития сельских территорий. Но единственное, что хотелось бы сказать, вот подбросить бы для этой комплексной программы средств в 3 раза больше, в 5 раз больше, даже в 30 раз больше, потому что громадная наша страна, и на всех финансирования все-таки не хватает. И если это так, то какие же проблемы стоят перед Россией? Тем более, что наша стратсессия заглавлена «Россия. Российское село. Пространство возможностей». Итак, если для Китая это сейчас главная проблема – разрыв между поколениями. В селе остаются старики и женщины, дети в школах, а мужчины работают на производстве, в знаменитой китайской промышленности. Для Бразилии это, конечно же, ликвидация нищеты. То мне представляется главная проблема, что делать с нашими громадными просторами. Население у нас меньше, чем в Китае и в Бразилии, а пространство гораздо больше. И здесь перед нами стоит задача организации новой смычки города и деревни, союза города и деревни. Отчасти эта программа реализуется в проектах сельских агломераций, опорных населенных пунктов. Но здесь для нас опасность заключается в том, чтобы, как и в советские времена, все бы на себя не перетянули так называемые центральные усадьбы и перспективные села. Здесь важно, чтобы в сельских агломерациях самое маленькое село, хутор, также получал возможность для качественного развития. Второе. Мы страна страшно многоукладная, культурно, регионально. И поэтому для страны очень важно развитие кооперации, я о ней уже упоминал, самоуправление. И вот здесь у нас ведутся дискуссии о трансформации нашего местного самоуправления в связи с 1 и 2 уровнем. И территориальное общественное самоуправление. Здесь громадные резервы для развития снизу. Там, где эффективно работают ТОСы, как в Архангельской, Воронежской областях, Пермском крае, там мы видим замечательные результаты развития самоорганизации сельского населения. Третья возможность – сельское развитие через культуру. Нам необходима системная пропаганда ценностей сельской культуры, сельского образа жизни, которая должна быть отражена в лучших произведениях кинематографа, чтобы над этим работали наши агроблогеры, чтобы развивались всякого рода информационные каналы и передачи. Ну и, наконец, возможность сельских пространств. Мы должны помнить, что вся Россия вышла из села, вся Россия вышла из деревни. Возможно, нам имеет смысл по образцу движения «Бессмертный полк» создать движение «Бессмертное село». Каждый из сел и деревень имеет свой собственный сельский праздник, упоминает свою историю, но нам необходимо праздновать и в общенациональном масштабе значение ценности сельской России. Благодарю вас за внимание. Александр Михайлович, спасибо. Вот не хотелось вас останавливать. На самом деле, коллеги, обстоятельный взгляд. Самый главный вывод – у России возможности есть, у сельского села в России есть. Коллеги, в этом надо еще раз убедиться. У нас есть свой многоукладный путь, и мы его выдержим. Я бы хотел идти дальше. У нас от науки и образования есть еще один представитель, и я бы хотел предоставить
видео приветствия от Андрея Бетина. Андрей Бетин – генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж». Многие аграрии знают эту мастерскую, есть выпускники. Позвольте предоставить ему слово, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, что действительно важно – о российском селе, о людях, которые каждый день на земле создают главное богатство страны – продовольственную безопасность, традиции, будущее. Для президентской платформы «Россия – страна возможностей» агропромышленный комплекс – один из приоритетов. По поручению президента России Владимира Путина мы запустили конкурс «Лидеры АПК». Мы ищем, развиваем и поддерживаем перспективных руководителей агропромышленного комплекса, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами. Это настоящие управленцы нового поколения. В рамках проекта «Топ-блок» мы создали трек Министерства контента. Аграрная повестка звучит все громче. Фермеры, агрономы, сельские предприниматели учатся рассказывать о своем деле, чтобы раскрыть потенциал профессии, связанный с землей, технологиями и продовольственной безопасностью. В мастерской управления «Сенеж» мы обучаем управленцев агропромышленного комплекса. Готовим кадры, которые понимают, современное село – это не только поле и ферма, но и цифровые технологии, маркетинг, кооперации, взаимодействие с властью. Село – это центр нашей идентичности, нашей силы, нашего суверенитета, и мы со своей стороны будем делать все, чтобы у людей на земле были реальные возможности для роста, развития и достойной жизни. Желаю вам продуктивной работы в рамках стратегической сессии. Россия – страна безграничных возможностей. Спасибо большое президентской платформе. И чтобы поддержать тот призыв, который нам был послан от президентской платформы, я хочу сказать, что одна из лидеров президентской платформы, Светлана Коровина, из поселка Игра Удмуртской республики, финалистка конкурса «Лидеры АПК», работает сегодня с нами. Светлана, мы вас приветствуем. Коллеги, она очень стесняется, давайте ее поддержим. Я несколько дней назад с ней познакомился, замечательный, интересный, позитивный человек. Светлана, расскажите, пожалуйста, чем вот ваше участие и в программе, и ваш опыт, какие есть проблемы, не локируйте ситуацию, вот так, как вы мне рассказывали несколько дней назад. Пожалуйста. Да, поприветствую вас по-удмуртски, Дечбуреч, уважаемый Андрей Владимирович, Александр Владимирович, коллеги. Я сегодня хочу рассказать вам не просто о бизнесе, а о том, как можно менять жизнь вокруг себя в маленьком селе, начав с малого, и как государственная поддержка стала для меня реальным трамплином. Я из маленького поселка Игра Удмуртской республики, и за 4 года мой региональный продукт вышел на федеральный уровень. Знаете, моя история началась вовсе не с агробизнеса. Я вообще закончила медицинскую академию, я врач по образованию. Работала в санэпидемстанции города Ижевска. И как-то так случилось, что я поняла, что меня тянет обратно в село. Я хочу что-то поменять в селе, в своем родном. И куда я пошла за знаниями? Естественно, знания врача мне недостаточно было для сельского хозяйства. Я пошла в школу фермера, организованную от Россельхозбанка. Мне помогли написать бизнес-план, благодаря которому в 2022 году я получила грант «Агростартап» от Министерства сельского хозяйства на свое производство. Производство под торговой маркой «Демьян». Изготавливаю замороженные полуфабрикаты. От пельменей, котлет до бульонов мясных замороженных. Меня очень поддержала семья и очень отнеслась с пониманием к моему начинанию. Но в любом бизнесе бывает не все так гладко. То есть знания получила, поддержку от государства получила. Возник вопрос по сбыту продукции. Фермер же обычно погружается в производство и забывает о сбыте. Что помогло? Помогли фермерские ярмарки. Помню мероприятие «Вкусы России». Наверное, слышали, в городе Москва проходит. Приехала со своим продуктом, и так случилось, что подошел крупный менеджер из торговой сети и говорит: Светлана, я хочу ваш продукт на полке. И тогда я поняла, что фермерский продукт нужен, за нашим продуктом охотятся. И нужно масштабироваться, нужно расширяться, увеличивать свое производство для того, чтобы я смогла осилить федеральную торговую сеть крупную. Что я сделала? Я создала кооператив, и это помогло обеспечить мое производство регулярным сырьем фермерским. И от корпорации МСП
Слушайте, я забыла совсем листать слайды. Они немножко в разброс получились. В общем, открыла фермерские островки, наверное, слышали, одна из первых в Удмуртской республике. И на этой площадке объединила на фермерском островке 40 фермерских производителей. Также для развития мне очень помогли инструменты господдержки, которые реально работают. Так я получила льготный кредит от Удмуртского фонда предпринимательства под 6%. Закупила российское оборудование упаковочное. Также получила в 2025 году в декабре лизинг от МСП лизинг под 8%. Представляете? Благодаря этому автоматизировала ключевые этапы производства и сократила время производственного процесса и долю ручного труда в 50%, а площади увеличила в 8 раз производственные. В 2023 году, помню, радовалась производственным, сколько я продала продукта. Это было на тот момент 18 тысяч килограмм за год. Я радовалась, думаю, фуру отгрузила за год, круто. А на сегодня только за первый квартал 2026 года отгрузки составили 318 тысяч килограмм, только за первый квартал, что в 4,5 раза больше, чем весь объем 2025 года. Если тренд сохранится, то по окончанию 2026 года объем достигнет 1 миллион 270 тысяч килограмм поставок. Сегодня мы... Спасибо. Сегодня мы поставляем продукцию в 26 регионов. Это Приволжский федеральный округ до Сибирского федерального округа, торговые сети «Пятерочка», «Ашан», «Магнит» и маркетплейсы. Многие говорят, что нереально на маркетплейсы попасть. Неправда. Мы в Яндекс.Лавке, Озон Фреш, Самокат. Но для нас, для нашей команды не только производство важно, мы делаем акцент также на нашем будущем, на наших школьниках. Получили грант от Росмолодежь и уже совершено более 20 поездок, 700 школьников на наше производство, и мы прививаем любовь к аграрному бизнесу, к аграрному сектору. И также отправляем более 3 тонн домашних пельменей для военнослужащих ежегодно Удмуртскому полку. Это наш вклад от нашего производства. И еще минуточку можно? Добавлю, да, Пожалуйста. Про конкурсы, то, что очень рекомендую участвовать во всех конкурсах. Почему? Меня спрашивают, откуда беру силы, откуда у меня мотивация. И в 2023 году узнала про конкурс «Женщина АПК» от Минсельхоза. Минсельхоз говорит, надо, Светлана, подаваться. А я только начала свое производство. И как-то ложная скромность, думаю, для чего? Я еще ничего не достигла рано. Подалась, получила 1-е место. И также в финал участвовала в конкурсе «Лидеры АПК» в 2026 году, прошла финал. В общем, это мощно заряжает, дает бодрость, и возможности здесь сейчас с вами присутствовать и поделиться своей историей. И моя история – это наглядный пример, как инструменты государственной поддержки, они доступны и работают слаженно. Предприниматель не просто строит бизнес, он развивает сельскую территорию, создает рабочие места и укрепляет продовольственную безопасность страны. Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо. В вашем лице, коллеги, давайте всем женщинам ВПК поаплодируем. Спасибо большое. Но у меня по плану было предоставление слова, понятно, после таких лестных слов в адрес Россельхозбанка, представителю Россельхозбанка. Но, если вы услышали, первое образование у Светланы медицинское. И я не могу сказать, что не представить, в зале присутствует первый заместитель министра здравоохранения страны. Фисенко Виктор Сергеевич, я хотел предоставить вам слово. И, пожалуйста, 3 минуты, точно вам. Это говорит о чем? Медицинское образование в стране так позволяет развивать АПК, что мы видим таких лидеров АПК. Виктор Сергеевич, спасибо вам большое. Вам слово. Спасибо большое. Если есть возможность поставить наш видеоряд, если нет, то здорово. Спасибо большое. Я очень рад, что медицина даже в развитии фермерства дает свой серьезный вклад, и медицинское образование является базовым даже для этого направления. Я хочу сказать, что, конечно же, развитие села – это один из приоритетов здравоохранения, было всегда и остается сейчас. Мы только за последние 5 лет создали более 6 тысяч объектов здравоохранения, потому что мы все знаем, что ФАП, врачебная амбулатория – это
Основа жизни на селе, Валентина Ивановна тоже вчера об этом говорила, отремонтировали более 7 тысяч объектов, почти 8 тысяч, поставили легковой автотранспорт. Вчера, вот, кстати, показывали семью из Владимира, которую я тоже помню, молодая семья, действительно, наказ Валентины Ивановны, им показывали, где они работают, служебные автомобили, это все тоже очень здорово. Я очень рад за то, что развивается здравоохранение и действительно не только медицинская помощь для жителей села становится более доступной, но и сама модель оказания помощи более эффективной и место работы для наших специалистов, для врачей, для фельдшеров, для иного медицинского персонала становится более комфортной. Мы делаем помощь более доступной. Мы провели только за прошлый год по стране 23 миллиона телемедицинских консультаций. Это увеличение в 70 раз за последние 10 лет. Мы развиваем экстренную медицинскую помощь. От автомобилей скорой медицинской помощи до самолетов и вертолетов санитарной авиации. Более 20 тысяч вылетов и более 25 тысяч жизней нам удалось спасти, в том числе несколько тысяч детских жизней, благодаря развитию санитарной авиации. Я хочу сказать, что мы одно из немногих государств в мире, кто финансирует централизованно санитарную авиацию. Это тоже благодаря, безусловно, поддержки колоссальной руководства страны. Помимо телемедицины и санитарной авиации мы не можем сказать, конечно же, и про кадры. За последние буквально 2 года нам удалось переломить тенденцию и получить позитивный тренд на снижение кадрового дефицита. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. Снижение примерно на 10% дефицита у нас произошло только за последний год. Программа «Земский врач» и «Земский фельдшер» за последние 10 лет это около 70 тысяч привлеченных врачей, фельдшеров. Программа постоянно развивается, и под запросы наших специалистов программа трансформируется. И, конечно, мне бы хотелось сказать, что все эти направления, которые позволяют сделать нашу жизнь и медицинскую помощь качественнее и доступнее, они продолжат и нашли свое продолжение в наших государственных программах, в национальных проектах до 2030 года. Поэтому благодаря поддержке Совета Федерации, благодаря поддержке партии, поддержке президента, все мероприятия они становятся реальны, подкреплены реальным финансированием, будут продолжены до 2030 года. Спасибо большое вам за вашу работу. Виктор Сергеевич, спасибо вам. Спасибо министру Михаилу Альбертовичу Мурашко. Потому что Министерство здравоохранения себя не отделяет от аграрной повестки. Вы всегда в центре внимания. И спасибо, что вы сегодня здесь с нами в зале. Коллеги, как и обещал, да, но Россельхозбанк это все. Это институт поддержки, развития, инфраструктура. Много программ, которые они сами инициировали. Конечно, отдельная слова благодарности председателю управления Листову Борису Павловичу. Но у нас с нами работает Константинов Денис Вячеславович. Денис Вячеславович, вам слово. Ждем хороших новостей. Андрей, спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники нашего форума. Сейчас презентация загрузится. Я сегодня не хочу рассказывать о финансовых услугах, которые предоставляет банк. Я думаю, все знакомы с нами как с кредитором, да, назовем так, как с банком, который доносит те замечательные условия, которые нам дает Министерство сельского хозяйства для того, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей. Я сегодня больше хочу рассказать о тех дополнительных возможностях, о нашей большой экосистеме, которая позволяет пользоваться нашим фермам современными цифровыми сервисами. Во-первых, эта система работает по всей стране. Да? Мы тут обсуждали, что это не только несколько каких-то крупных городов. Нет, у нас больше 30 тысяч пользователей на сегодня по всей стране практически более-менее равномерно распределенных. Какие элементы системы? Первое, конечно, платформа «Свое фермерство». Да? У нас это среда, в которой вы можете получить все необходимые сервисы и услуги для того, чтобы как начать, так и развивать дальше свой бизнес. Да? 21 тысяча продавцов, поставщиков, которые предлагают, с одной стороны, все необходимые средства защиты растений, посадочные материалы, сервисы такие, как агрономия, ветеринария, поддержка юридическая, налоговое консультирование, финансовая поддержка, то есть все, что может вам потребоваться. Если говорить про дальнейшую реализацию продукции, уже Светлана сказала, что очень важный момент, куда продукцию реализовывать. Да? У нас есть, во-первых, большой интернет-магазин, да, свое родное, который совершенно бесплатный. Мы уже вчера в ходе обсуждений говорили о том, что многие
маркетплейсы берут комиссии там аж до 50%, свое родное для вас совершенно бесплатная система, и уже на сегодня у нас 1,5 миллиона клиентов, которые покупают вашу продукцию, поэтому мы всем предлагаем активно пользоваться этой платформой. Отдельно проект такой офлайн «Вкусные пятницы», мы организуем продажу вашей продукции на территории крупных предприятий и компаний, где достаточно большие коллективы. Вы знакомитесь с вашими потребителями и дальше уже через дистанционный заказ продукции можете регулярно осуществлять продажу им своей продукции. Ну и фермерские фестивали, практически до 140 фестивалей по всей стране мы активно поддерживаем, где вы также в очном формате реализуете то, что вы произвели. Помимо этого есть еще дополнительный канал «Агротуризм». Здесь платформа «Свое за городом». Уже больше 540 фермеров там представлены. Тоже призываем вас активно участвовать в этом процессе. Помогаем вам правильно сформировать туры. У нас есть специализация в школе фермера, направленная на агротуризм и теорию гостеприимства. И отдельно организовали мы школу агротуризма, которая 2 раза в год проходит. Кому эта тематика интересна, приглашаем вас принять участие. Понятно, что без кадров у нас ничего не работает, поэтому у нас есть большая платформа Ява Агро, которая как размещает действующие вакансии, то есть вы можете разместить свои вакансии для того, чтобы найти будущего работника, так и организовывает процесс обучения. Ну, наверное, самое интересное для вас то, что мы активно работаем со всеми аграрными вузами, и фактически 240 тысяч активных профилей студентов аграрных вузов сегодня есть на платформе по каждому из регионов. Посмотрите, кто из них вам может быть интересен. Помимо этого у нас есть совместные программы обучающие. Вот с прошлого года работает программа с Тимирязевским университетом, направленная на развитие искусственного интеллекта в ВПК, где мы выступаем партнерами. Ну и являемся партнерами организованной партии «Единая Россия» всероссийского агродиктанта, который у нас сегодня стартует 2-й раз. Помимо этого мы понимаем, что нужны комфортные условия для жизни на селе. У нас есть платформа «Свое село», которая предлагает типовые готовые проекты для строительства домов для проживания и тех подрядчиков, которые могут это сделать. И «Свое жилье», где собраны те программы господдержки, где можно получить дешевое финансирование для того, чтобы эти проекты реализовать. Отдельно есть платформа «Все свое», такая среда для общения. Многие говорили, что хотели бы такое сообщество создать. Все условия для этого есть, и уже почти 5 миллионов пользователей у нас на этой платформе. Ну и хочу сказать про 2 отдельных направления. Мы выделили в прошлом году, запустили платформу «Свое вино», и там уже у нас представлено много, практически вся основная продукция, которая производится в нашей стране. И отдельное направление органика. Здесь большое спасибо, Андрей Иванович, Совету Федерации за поддержку и за целеуказание такое правильное, да. И вот как раз мы говорили о том, что нам очень важно, чтобы фермеры получали какие-то новые сегменты. Интересно, это чисто фермерская тематика, а еще это очень полезное питание для наших детей. Мы сейчас реализуем проект «Органика детям» в Республике Мордовия, да, все детские сады города Саранска, дети получают органическое питание, и научные исследования показывают, что их здоровье существенно отличается в лучшую сторону от их сверстников. Спасибо за внимание, у меня вся информация. Спасибо, Денис Вячеславович. Уважаемые коллеги, я вот много тем сегодня осветил, Денис Вячеславович. На самом деле, действительно, вот не ерничаю, Россельхозбанк действительно повернулся лицом к аграрию. Спасибо вам большое. И отдельно еще хотел слова благодарности сказать именно Константинову. Вчера, вы помните, что Валентина Ивановна на пленарном заседании поприветствовала участников СВО, которые пошли в фермерство. Я хотел отдельно сказать, что после этой пленарки была отдельная встреча с участниками СВО, и Денис Вячеславович каждому из участников встречи, если мне не соврали, Денис Вячеславович, вы дали свой личный телефон, чтобы не было недоразумений. Коллеги, вот кто в зале из участников подтверждает это, факт был, телефон дал, ну вот человек, телефон есть. Так, Константину давайте отдельно поаплодируем, вот в ручном режиме сопровождает каждый проект. Спасибо, Денис Вячеславович. Спасибо большое, коллеги. Но я хотел бы вернуться к рекомендациям нашего ученого Александра Михайловича Никулина относительно того, что у села большие возможности, культура, туризм. Мы все об этом много говорим, но увидеть надо в действии. И в этой связи я бы хотел предоставить слово Юлии Уваркиной. Юля – человек, который своим примером показал, что на селе возможно любые проекты реализовать, и вдохновила многих коллег на это направление. Расскажите о своем проекте замечательном и поделитесь своим опытом. Пожалуйста. Уважаемая аудитория,
сегодня я хочу рассказать и показать вам, на что способен труженик села. Итак, некоторое количество времени тому назад в селе Каменка, Задонский район, Липецкая область, родился труженик под названием туристический парк Кудыкина гора. Он определил свою миссию. Я развиваю себя, семью, Кудыкину гору, родную землю. Он определил свои ценности: радушие, гостеприимство, уважение и взаимная поддержка, поиск и саморазвитие. Инструменты и направления своей работы: русское гостеприимство, русская национальная идентичность, местные люди, местная культура и местные продукты. Главной достопримечательностью он выбрал красоту природы и уникальный ландшафт своей сельской территории, а источником вдохновения – природу, дизайн, искусство в России. Что же из этого получилось? Перед вами облако ассоциаций. Вот так говорят люди сегодня о Кудыкиной горе. Это гордость России, это уникальный проект, это лучшее место, это родина, это сказка, это чудо. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пожалуйста, внимание на экран. Видео. Представьте себе, что эта сельская территория привлекает сегодня до 500 тысяч гостей из разных городов России. Здесь есть 4-звездочный отель с аутентичным дизайном, где можно отдохнуть всей семьей. Здесь есть ресторанный комплекс, жанровые скульптуры, музей ремесла, сельский край с животными, пляж, сплав, большое количество прогулочных маршрутов. Кудыкина гора собирает людей не только летом, но и зимой. Собственно говоря, мы теперь работаем круглый год без выходных. В этой сельской местности сегодня можно не только отдыхать, но и изучать. Что? Историю места, гастрономию Липецкой земли, архитектуру в новом русском стиле, к слову, уже отмечено даже международной наградой. Здесь можно стать частью спортивной культуры, увидеть различные музыкальные, театральные коллективы страны. За годы жизни мы провели уже более 20 фестивалей различной направленности. Здесь можно жить и работать, ведь команда горы сегодня насчитывает 250 человек, и все они жители местных сел и деревень. Большая часть из них уже молодежь, это более 60%. На Кудыкиной горе летом свой путь начинают мальчишки и девчонки из местных школ по программе трудоустройства несовершеннолетних. На самом деле у меня трудятся уже не только взрослые дети, а целые семьи. Спустя годы Кудыкина гора не только создала мощный турпоток в регион, не только создала рабочие места и условия для развития в регионе малого бизнеса. Кудыкина гора показала, что село может не только кормить, но и культурно развивать и обучать. Село объединяет, вдохновляет и ведет. Когда-то село Каменка стало для меня лично пространством возможностей. Да что уж там скрывать, осуществлением заветной мечты – создать для малой родины полезный проект и для ее жителей площадку. Просторы горы становятся средой для ребят, которые здесь трудятся и живут. И, собственно говоря, спасибо большое за эту возможность выступить сегодня перед вами, потому что, когда я готовилась к выступлению, я систематизировала и смогла осознать проделанное. Но самое главное – понять, что работа еще не початый край, потому что село – это действительно огромное пространство возможностей. Спасибо за внимание. Спасибо, Юлия. Мне кажется, потрясающее, коллеги, выступление. У всех в календаре поездка на Кудыкину гору. Давайте мы спланируем. Юля, справитесь с потоком форума тружеников села? Все зафиксировали. Это наши итоговые рекомендации нашей стратегической сессии будет погружено. Спасибо большое. И
пространство возможностей подтверждается не только туризмом Кудыкиной горой, но и отдельно специально приглашенным гостем. Я бы хотел предоставить слово Дмитрию Максименкову. Он расскажет о роли культуры в развитии сельских территорий. Дмитрий, поделитесь вашим опытом и впечатлением, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Дмитрий Максименков, я режиссер и директор авторского театра «Эскизы в пространстве». Наши спектакли на данный момент идут сейчас в Театре нации, в самых престижных театрах от России, от Красноярска до Архангельска. Но ничего этого бы не было, если бы в 2020 году мы с нашей театральной командой не купили бы вот этот маленький домик во Владимирской области, в селе Фомихи, недалеко от Суздаля, и там начали делать свой сельский театр. Для нас это стало таким территорией, место силы и такое зазеркалье средней полосы России, как мы его называем, но там оно совершенно практически вымирающее село, где только 10 официально живущих человек, там нет нормальной дороги, туда практически трудно добраться, но мы все свои, так сказать, сложности, трудности пытаемся переработать в сильные стороны. И вот, например, зрители к нам в театр попадают через переправу на реке Нерль. И так начали мы создавать свой театр. Старый хлев мы переработали в малый театральный зал, устраивали различные спектакли на открытом воздухе, а вот сельская, вот соседняя коза-дочка стала символом театра. И так мы очень вдохновенно все это начали, но случилось вот это. К сожалению, из-за старой проводки сгорел дом, слава богу, все остались живы, но перед нами стал большой выбор, продолжать ли и сможем ли мы дальше, но большая поддержка людей, мы поняли, что это важно, и то, что мы делаем, нужно людям. Мы начали продолжать и поняли, что, приняли для себя такое, что все воображаемое реально, и поняли, что нам нужен другой дом, который может вместить больше зрителей и более для комфортно, и спустя 2 года мы построили вот такой 3-этажный дом. Первый этаж — это театральный зал, второй — это гостиная, а третий, где живут наши артисты. А вот лестница амфитеатр — это летняя сцена. Вот как раз один из спектаклей. И для нас это сельский театр Фомихи стал теплицей идей и замыслов. Именно там мы экспериментируем, пробуем различные форматы, которые дальше уже реализованы на других площадках, в том числе, кстати, на Кудыкиной горе. Вот. И мне кажется, что это важно, потому что наша история стала таким, мы для себя приняли миссию, как настраивание мостов между городом и селом. Потому что наш зритель — это прежде всего городской зритель, который, не знаю, в Москве сегодня сходит в МХТ Чехова, театр Вахтангова, а на выходные приедет к нам и поймет что-то для себя новое и важное. И сейчас, благодаря комплексному подходу к работе театра, мы за прошлый сезон сделали большие, на наш взгляд, успехи. Вот, например, один из вот таких, я считаю, лучший зрительный зал в мире, который я видел. Вот это люди сидят на острове в реке и смотрят спектакль. Вот. В прошлом году мы выпустили, и это важный подход темы, про что мы говорим в театре. Это ключевые темы самоидентичности и культуры нашего наследия, потому что встреча именно в селе, в природных ландшафтах мы можем говорить о очень важных, насущных темах сегодняшнего дня. Это вот спектакль «В огороде», который говорит о постсоветском наследии. Спектакль «Здесь Фомиха» — это документальный спектакль, где мы собирали истории местных жителей, тем самым сохраняя память села, да, говоря о его ценностях. «Горизонт снов» — это спектакль в современном жанре, но вот об истории Суздаля, соединяющая прошлое и настоящее. И вот последний спектакль — это совершенно экспериментальный. Это спектакль, который длится 12 часов по божественной комедии, на который сейчас невозможно попасть. Все билеты проданы. И за прошлый год мы провели 42 спектакля. И какой главный вывод я хочу сказать, что благодаря деятельности театра, то, чего мы не подразумевали, когда туда шли за каким-то вдохновением, что
жизнь на селе, жизнь вокруг стала совершенно по-другому меняться. И театр стал неким как бы магнитом для нового развития. Мы там провели детский театральный лагерь. Наш спектакль был с гастролями на Сахалине даже уже. Вот. У нас есть флагманский фестиваль «Сенокос», который собирает, уже в этом году соберет уже более 1000 зрителей. И важно, мы так назвали это иронично «Сельшоп», но продукцию местных жителей, которые вяжут и все такое. То есть такая социальная предпринимательство в каком-то начали развивать. И люди как покупают эту продукцию как сувенирную. То есть тем самым мы развиваем вокруг еще такое социально-культурное предпринимательство. Вот. Выручка, которая для нашего маленького локального театра, которым в принципе где-то 15 человек, который постоянно работает и играет в спектаклях, вот для нас это как бы важный показатель прошлого года. А самый важный это вот количество зрителей, которое приехало в село, которое совершенно было умирающим. Но теперь мы видим, как с помощью культуры мы можем строить новые дороги в село, где театр становится модным, популярным и находить новые смыслы про сегодня. Спасибо. Дмитрий, спасибо вам большое, коллеги. Заслуживают абсолютно наших аплодисментов. Вот душа, песня, культура, новый взгляд на то, как развивать сельские территории. Дмитрий, большое спасибо. Мы видели, что вы волновались, но вы, как всегда, на сцене. А если человек не волнуется, он равнодушный, а вы неравнодушный. Давайте еще раз поаплодируем. Дорогие друзья, наша стратегическая сессия стремится к завершению. Вот. Но я не могу не предоставить слово, кто не знает сироту? Все знают. Он олицетворяет тружеников села. Ему вчера предоставили слово. Но здесь мне Александр Владимирович звонит и говорит, если вы сегодня не дадите, труженики села не поверят, что вот сироте не дали слово. Олег Александрович, вам слово. Просто, кратко, как вы вчера выступили, вот как выстрел, ладно? Спасибо, буду краток. Знаете, как сироту обидит каждый. Вот, дорогие. Совет Федерации не обижает. Наша на самом деле опора опоры. Потому что, друзья, мы-то с вами знаем, что мы опора нашей страны. На самом деле многие недооценивают, многие там не знают, но мы с вами знаем, что почти в каждой нашей семье кто-то ушел на СВО. То есть у меня там 2 троюродных брата погибли на СВО. Почти из каждого села ушли где-то 1 человек, где-то 2, где-то десятки людей. Мы с вами придем по вечерам сети, шьем спальники, возим продукты. Это возит почти каждый фермер, кого я знаю, и почти каждая семья в селе. Друзья, давайте поаплодируем друг другу. Про это на самом деле, про это не говорят по телевизору, про это мало говорят, про это мало кто знает. Но даже, знаете, когда была мобилизация, очень важная вещь. У меня из 12 человек механизаторов 9 ушло добровольцами. А на комбайне остались я и Иваныч, которые могли уборочную заканчивать. И мужики 2 вернулись уже, остальные воюют. Дай Бог им всем здоровья, друзья. И такое, я знаю, в каждой семье никто не бегал. Никто не убегал на последнем самокате в Тбилиси, и все шли помогать нашей стране и родине. И мы с вами каждый год не просто помогаем еще в СВО, мы с вами даем 40 миллиардов экспортной выручки стране. Уже больше, чем в свое время давал торговля оружием. Мы с вами настоящая опора нашей страны, и мы с вами мотор демографии. У нас столько, наше село рожает. Я сам отец 6 детей. Кстати, с прошлого форума добавилось, друзья. Я знаю, сколько фермерских многодетных семей, сколько в наших с вами сельских семьях детей сейчас рождается. Мы возрождаем село, но нам тоже нужны такие мероприятия, потому что нам тоже нужна опора. Я сам выпускник сельской школы, в которой у меня в классе училось 8 человек, и это было много для сельской школы. И эти школы должны открываться, работать и существовать, потому что мы все с вами знаем, что если школа закрылась, то все, но села не будет. Все уедут, молодежь просто не останутся пенсионеры доживать. И знаете, что очень важно?
Мы с вами, фермеры, мы с вами наиболее активно участвуем в программе КРСТ. Вы знаете, что по программе Минсельхоза мы с вами должны заложить денег. Чуть-чуть, 10% примерно. И 90% этих денег докладывает малый и средний местный бизнес. Это фермеры, жители сел, бизнес, который работает в селах, не агрохолдинги, которые, дай бог им всем здоровья, работающие где-то там в Москве, а раньше и на Багамах они. А это с вами делаем мы с вами. И мы эти села возрождаем. И хотел поблагодарить Совет Федерации за такую опору и поддержку. Это и в плане сбыта нам помогает, подставляет плечо, помогает развивать нам и агрегаторы, и бить по рукам торговым сетям, когда они позволяют все лишнего. Теперь мы сейчас будем устанавливать правила игры с маркетплейсами, чтобы они не обдирали наших предпринимателей, не забирали 50-60% маржи. Это очень важно, такое влияние, потому что далеко не всегда вот такое, столько оказывается влияние в село. Я знаю, какие баталии происходят каждый раз, когда выделяются деньги на развитие сел, деревень. Всегда эти деньги пытается кто-нибудь не потратить. Знаете, мы нашли что-нибудь лучшее, куда потратить. Давайте потратим на маникюрщиц там в городе. Нет. Это деньги, спасибо большое, что вы эти деньги всегда бережете. И бюджет комплекса развития сельской территории только увеличивается. Спасибо огромное. И спасибо за то влияние, за то внимание и влияние, которое оказывает для развития наших сел и деревень. Друзья, давайте поаплодируем Совету Федерации, всем организаторам этого форума. Спасибо большое. Спасибо, Олег Александрович, за добрые слова. Коллеги, какое предложение, точнее вывод? Помните название нашей стратегической сессии? Российское село. Пространство возможностей. Выступления подтвердили этот тезис. Давайте мы поаплодируем. Я хотел бы сказать большие слова благодарности всем организаторам и спикерам, и участникам, и всем, кто в зале сидел, поддерживал нашу дискуссию. И у кого-то осталась еще недосказанность. У нас будут круглые столы, я об этом напоминаю, что мы на этом дискуссию не останавливаем. Я бы хотел просто поблагодарить за сильных, добрых, честных людей, наших селян, селян Российской Федерации, которые своим трудом помогают нашей стране преодолевать все те трудности, с которыми мы сталкиваемся. Спасибо вам большое. Следующая часть нашего мероприятия, она образовательная, научно-образовательная. Мы перейдем к российскому образовательному проекту «Агродиктанту», но сначала видеоролик. Пожалуйста. Сельское хозяйство – это важнейшая отрасль страны, ее исконная гордость и достояние. Это вековые традиции и беззаветная любовь к родной земле, выдающиеся открытия и благородный, созидательный труд. Российский АПК – это про интеллект, передовые технологии и уверенное лидерство. Всероссийский агродиктант – масштабный образовательный проект, уникальная возможность прикоснуться к многогранному, мощному и стремительно развивающемуся сельскому хозяйству. Агродиктант объединяет сотни тысяч жителей из всех регионов нашей страны. Его пишут в мегаполисах и селах, на площадках школ, колледжей, вузов и агропредприятиях. Вопросы разработаны для 4 возрастных групп – от любознательных школьников до признанных профессионалов. Участники отвечают на 30 вопросов на офлайн-площадках или в онлайн-формате. Над каждым заданием работали ведущие специалисты и научные институты. Диктант охватывает 19 тематических блоков: растениеводство и защита растений, животноводство и ветеринария, рыболовство и аквакультура, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК и многие другие. Проходите агродиктант и влюбляйтесь в сельское хозяйство. С приветственным словом к участникам форума тружеников села обращается секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Дорогие участники агродиктанта, сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики. «Единая Россия» помогает развивать ее, обеспечивать технологический суверенитет АПК. Но техника и программа – лишь инструменты. Главная ценность – это люди. Наша общая задача показывает,
что современный агропром – сфера возможностей и больших перспектив. Для этого партийный проект «Российское село» вместе с Россельхозбанком и при поддержке Министерства сельского хозяйства проводит Всероссийский агродиктант. Этот просветительский проект проходит на сотнях уникальных площадок, от университетских лабораторий до фермерских хозяйств. Он объединяет тех, кто заинтересован в развитии страны. Желаю каждому участнику агродиктанта успешно проявить себя и получить новые знания, а кому-то найти свое настоящее призвание. Удачи! Благодарим Владимира Владимировича Якушева за приветственное слово и за внимание к тем, кто каждый день работает для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Друзья, агродиктант объединяет людей по всей стране. Кому интересны российское село, агропромышленный комплекс, его история, современность и будущее. И теперь официально второй Всероссийский агродиктант объявляется открытым. Я хочу представить вам моего соведущего. Сегодня с нами сенатор Российской Федерации от Республики Калмыкия Борис Бикмуратович Хачиров. Борис Бикмуратович представляет регион, для которого сельское хозяйство – это не просто отрасль, а основа жизни. Он является членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Его биография напрямую связана с сельским хозяйством, а за плечами реальный опыт работы на земле, а значит понимание отрасли не понаслышке, а изнутри. Спасибо, Каролина. Друзья, сегодня вместе со мной агродиктант проведет Каролина Моисеенко, блогер с аудиторией свыше 8 миллионов человек. Каролина живет в Волгоградской области, и благодаря ее блогам о поселке ее узнали миллионы россиян и наблюдают за ее сельским бытом. Спасибо, Борис. Друзья, прямо сейчас мы находимся на самой массовой площадке агродиктанта в стране. Вместе с нами диктант пишут сотни участников, а по всей России к нему присоединяются тысячи людей. В регионах, в городах, в селах, в учебных учреждениях, на предприятиях, а также и онлайн. Такой масштаб еще раз показывает, насколько важна и интересна тема агропромышленного комплекса. Она объединяет людей разных возрастов, профессий, территорий, всех, кому не безразлично российское село, земля, труд, ну и, конечно же, будущее нашей страны. Перед началом агродиктанта хотим поблагодарить организаторов, и благодаря которым проходит этот проект. Организатором выступает партия «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Российское село». Соорганизатор и генеральный спонсор агродиктанта – Россельхозбанк. Проект также проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Минобрнауки России и отраслевых ведомств. Спасибо всем, кто помогает делать агродиктант большой просветительской инициативой, объединяющей участников по всей стране. Перед тем, как мы расскажем, как пройдет агродиктант, я попрошу вас достать планшет с бланком для ответов из ваших пакетов с раздаточной продукцией. Также просим указать на бланке вашу электронную почту. После обработки результатов на нее придет сертификат о прохождении агродиктанта. Вопросы будут разделены на два блока. Первые 10 прозвучат от представителей разных направлений сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Оставшиеся вопросы вы будете выполнять самостоятельно. Ответы нужно отмечать в бланке по порядку, внимательно следя за нумерацией. Обращаем внимание, что в каждом вопросе только один правильный ответ. Друзья, мы вместе с вами начинаем агродиктант.
Переходим к первому вопросу. Внимание! Сельское хозяйство России всегда опиралось на масштаб, природное разнообразие и накопленный опыт регионов. Именно сочетание этих условий формирует основу аграрного потенциала страны и помогает России занимать заметное место в мировой продовольственной системе. Внимание, вопрос. Какой из перечисленных факторов позволяет России занимать одно из лидирующих мест в мировой аграрной сфере? Варианты ответа. Наличие крупных промышленных центров, развитие транспортной инфраструктуры в Арктике, обширные посевные площади и ресурсы плодородной земли или умеренный климат, позволяющий собирать урожаи 2-3 раза в год. Переходим к следующему вопросу. Селекция растений лежит в основе современного растениеводства. Благодаря работе ученых появляются новые сорта, повышается устойчивость культур и развивается продовольственная безопасность страны. Вопрос задает Маргарита Белова, селекционер и генетик растений. Всем привет, меня зовут Маргарита Белова, и я генетик растений. Я выбрала эту профессию, потому что хочу создавать культуры для будущего, более устойчивые, продуктивные и способные отвечать на вызовы времени. Сегодня сельское хозяйство... Так, вариант ответов. Варианты ответов. Иван Владимирович Мичурин, Дмитрий Иванович Менделеев, Климент Аркадьевич Тимирязев и Николай Иванович Вавилов. Переходим к следующему вопросу. Сегодня эксперименты с растениями проходят на Земле и за ее пределами. Сельское хозяйство все активнее соединяется с наукой, высокими технологиями и космическими исследованиями. Такие проекты помогают ученым понять, как живые организмы развиваются в необычных условиях и открывают новые возможности для будущего аграрной отрасли. Вопрос задаст Дмитрий Петелин. Российский космонавт-испытатель 370 дней провел в космосе и имеет 6 выходов в открытый космос. Дорогие друзья, уважаемые участники агродиктанта, я, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, приветствую вас из Центра подготовки космонавтов. Связь Земли и космоса неразрывна. Сегодня аграрная наука выходит на орбиту, обеспечивая успех предстоящих межпланетных миссий. Будущее агропромышленного комплекса начинается не только в бескрайних полях нашей Родины, но и за пределами атмосферы. Желаем вам удачи, уверенности в своих силах и неиссякаемого интереса к новым открытиям. Пусть ваши знания станут надежным фундаментом для новых свершений. А теперь вопрос для настоящих знатоков. Что из перечисленного уже выращивали в космосе? На МКС или спутниках? Варианты ответов. Арбузы, горох, подсолнечник и тыква. Идет время. Честно скажу, в детстве я бы точно не поверил, что растения будут выращивать в космосе. Получается, сельское хозяйство вышло уже за пределы Земли. Двигаемся дальше, дорогие друзья. Почва – один из главных ресурсов сельского хозяйства. О ее свойствах и их значении для урожая спросит аграрий Даниил Белевинский, президент Ассоциации «Народный фермер Черноземья». Приветствую всех участников агродиктанта. С вами на связи Даниил Белевинский, директор по развитию группы компании «Полидон», соучредитель группы компании «Агрономы Черноземья», а также президент Ассоциации «Народный фермер Черноземья». Сегодня я на полях озимой пшеницы в Ульяновской области. Именно здесь, в Симбирске, на родине Колобка, точно знают, что хлеб всему голова. Все мы прекрасно понимаем, что почва – это основа. Именно здесь закладывается будущий урожай. И от того, в каком состоянии структура почвы, переуплотнение, рыхлость, наличие питательных элементов и влаги,
сильно зависит будущий урожай. Внимание, вопрос. Почему рыхлую и рассыпчатую почву считают хорошей для растений? Варианты ответов. В ней легче задерживаются сорняки. В такую почву легче проникают корни, вода и воздух. Она быстрее нагревается на солнце, и в ней не живут насекомые. Переходим дальше. Развитие фермерских хозяйств сегодня поддерживается не только личной инициативой, но и государственными программами. Они помогают запускать и развивать проекты в сельских территориях. Вопрос зададут Алиса и Алексей Мелихины из Республики Удмуртия. Здравствуйте, уважаемые участники агродиктанта. Мы семья Мелихиных из деревни Пушкец Удмуртской республики. Меня зовут Алиса, а это мой муж Алексей. Мы занимаемся возрождением удмуртских овец на севере нашей республики, а еще активно рассказываем об этом в социальных сетях. Например, мой блог даже получил национальную премию «Медиаполе», а супруг... А супруг не уступает, я стал победителем конкурса «Лидеры АПК». Поэтому мы знаем, как важно не просто вести свое хозяйство, а развиваться, реализовывать новые проекты и инвестировать в свое расширение. Поэтому, уважаемые участники, вопрос. Какая мера государственной поддержки позволяет фермерам получить от 5 до 30 миллионов рублей на реализацию своего проекта при условии софинансирования? Варианты ответов. Грант на развитие фермерского хозяйства, сельская ипотека, земский фермер или развитие агростартапов. Очень важно, что сегодня у молодых фермеров действительно появляется возможность начать свое дело. Да, на самом деле все больше молодых людей возвращаются уже в село как предприниматели. А мы двигаемся дальше. Россельхозбанк играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса. От финансовых инструментов до поддержки образовательных и цифровых проектов. Следующий вопрос поможет подробнее рассмотреть на направлении работы главного аграрного банка страны. Внимание, вопрос. Чем не занимается главный аграрный банк страны, акционерное общество Россельхозбанк? Финансированием агропромышленного комплекса, лизингом и страхованием в агропромышленном комплексе, поддержкой аграрного образования и организацией образовательных процессов, разработкой IT-продуктов и цифровых платформ для фермеров, выдачей фитосанитарных сертификатов. Мне кажется, здесь уже многие начали методом исключения искать правильный ответ. Да. Переходим к 7-му вопросу. Современный агропромышленный комплекс все чаще объединяет биологию, технологии и системное мышление. Поэтому в отрасли появляются новые профессии, которые еще недавно казались частью будущего. И это хороший пример того, как быстро меняется аграрная отрасль. Вопрос от Полины Ковтун, студентки Московской ветеринарной академии. Здравствуйте, уважаемые участники агродиктанта. Меня зовут Полина Ковтун, мне 22 года, родом из Ставропольского края. Я студентка 4-го курса факультета ветеринарной медицины Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Константина Ивановича Скрябина. Почему я выбрала ветеринарию? Она особенно важна для АПК. От здоровья животных зависит качество и безопасность продуктов, развитие сельского хозяйства, продовольственная безопасность страны и благополучие человека. Сегодня агропромышленный комплекс России — это не только поля и техника, но и ветеринария, биотехнологии, наука и новые профессии будущего. Некоторые из них появились совсем недавно и уже становятся особенно востребованными. Вопрос. Как называется одна из самых молодых и востребованных профессий в АПК? Специалист, который мыслит системно, создает замкнутые экосистемы на мини-фермах, разрабатывает биопрепараты и управляет биотехнологическими процессами. Варианты ответов. Агрокибернетик, агробиотехнолог, агроурбанист, генный инженер агропромышленного комплекса. Следующий вопрос.
Развитие живой природы подчиняется определенным биологическим законам. Они объясняют, как меняются виды, как закрепляются полезные признаки и почему одни организмы лучше приспосабливаются к среде. Вопрос на эту тему задаст Дарья Короткова, представитель компании «Август» научно-исследовательского центра в Черноземье. Здравствуйте, уважаемые участники агродиктанта. Меня зовут Короткова Дарья. Я всю жизнь занимаюсь опытами. Сейчас я работаю в компании «Август» в научно-исследовательском центре «Черноголовка». Живая природа постоянно меняется, а виды на протяжении миллионов лет приспосабливаются к условиям окружающей среды. В основе этих изменений лежат фундаментальные биологические механизмы. Что является основным фактором эволюции видов? Варианты ответов. Естественный отбор, наследственность, изменчивость или мутации. Именно такие базовые знания помогают по-настоящему понимать природу и сельское хозяйство. Переходим к следующему вопросу. Рыбная отрасль включает промысел, переработку, хранение, доставку продукции. Современные суда позволяют выполнять часть этих процессов прямо в море. О таких судах спросит Александр Адабеско, капитан судна, механик СИЗОВ, русская рыбопромышленная компания «Росрыболовство». Здравствуйте. Меня зовут Адабеско Александр Николаевич. Я капитан-директор рыболовного судна «Механик СИЗОВ», которое принадлежит русской промышленной компании. Судно было построено в городе Санкт-Петербург в 2023 году. Длина судна составляет 108,2 метра, максимальное количество экипажа 158 человек. На данный момент судно находится в Беринговом море на промысле. Внимание, вопрос. Как называется тип промыслового судна, которое способно само ловить рыбу и перерабатывать на своем борту на высокотехнологичном оборудовании при безотходном производстве, производя мороженую рыбопродукцию, сурими, филе, рыбную муку и рыбий жир, и при этом хранить у себя на борту для дальнейшей доставки и либо перегрузки на другие суда для доставки в порт назначения. Варианты ответов. Рефрижераторное судно, траулер-процессор, сейнер, танкер. Россия огромная страна, и сельское хозяйство – это не только поля и фермы, но еще и большая рыбная отрасль. Переходим к следующему вопросу. В природе поведение животных часто выглядит необычно, но за ним обычно стоит понятная защитная или адаптационная логика. Следующий вопрос как раз о таком явлении из жизни оленей. Что такое оленьи хороводы и почему такое явление появляется в природе? Брачный ритуал, способ согреться зимой, игра молодых оленей, защитное поведение от хищников и насекомых. Уверен, сейчас многие впервые услышали такое выражение. Но природа на самом деле не меньше удивляет, чем современные технологии. Дорогие друзья, первый блок вопросов завершен. Спасибо нашим спикерам за участие и за возможность посмотреть на сельское хозяйство через разные направления отрасли – науку, фермерство, технологии, почву, животноводство и рыбную промышленность. Теперь переходим ко второй части агродиктанта. Этот блок участники проходят самостоятельно. На экране появился таймер, который покажет, сколько времени осталось на выполнение заданий. Пожалуйста, продолжайте отмечать выбранные варианты ответов в бланках. Напоминаю, что предусмотрен только один правильный ответ. Если вы закончите раньше, вы можете передать заполненный бланк волонтерам в зеленых футболках на выходе из зала. Пока мы продолжаем работу, отдельные слова благодарности мы хотим
адресовать Национальному центру «Россия» за поддержку в проведении форума. Национальный центр «Россия» был открыт 4 ноября 2024 года в Москве по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. За время своей работы он стал местом притяжения, гордости и вдохновения для миллионов россиян. Сегодня здесь представлены достижения страны в науке, культуре, технологиях, экологии, образовании и развитии регионов. В стенах Национального центра «Россия» проходят значимые общественные, научные и культурные события, объединяющие людей разных поколений, профессий и территорий. Особенно важно, что Национальный центр «Россия» становится пространством, где виден образ будущего страны. Сильного, открытого, созидательного, основанного на талантах, идеях и достижениях людей из всех регионов России. Дорогие друзья, сегодня в этом зале агродиктант пишут люди, напрямую связанные с жизнью сельских территорий. Среди участников учителя, врачи, работники культуры, спортсмены, главы сельских поселений и муниципалитетов. Также, как к агродиктанту подсоединились представители региональных министерств сельского хозяйства, сенаторы Российской Федерации и руководители ведомств. Такой состав участников особенно важен, ведь агропромышленный комплекс объединяет самые разные сферы жизни. Образование, медицину, культуру, управление, спорт, производство, науку и технологии. И сегодня каждый участник агродиктанта показывает личный интерес к теме сельского развития и будущему агропромышленного комплекса страны. Отдельно хотим обратить внимание гостей форума на выставочные проекты Национального центра «Россия». В интерактивной экскурсии «Путешествие по России» можно пройти маршрут от Владивостока до Калининграда, оставаясь в Москве. На площади более 3000 квадратных метров представлены десятки интерактивных экспонатов, посвященных достижениям, культуре, науке и природе всех федеральных округов нашей страны. Еще один проект Национального центра «Россия» – выставка «Уроки географии». Это путешествие сквозь века от древних свитков и старинных карт до цифровых технологий, первых географических открытий и освоения космоса. В экспозиции собраны редкие картографические материалы из ведущих хранилищ страны, Российской государственной библиотеки, Русского географического общества, архивов Министерства обороны, университетов и научных центров. Многие экспонаты раньше хранились в закрытых фондах, а теперь гости Национального центра «Россия» могут увидеть их своими глазами. Сразу после агродиктанта состоится финал всероссийского конкурса «Земский почтальон-2026». Конкурс посвящен сотрудникам почтовой связи, работающим в малых городах и сельских поселениях с численностью населения до 50 тысяч человек. В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 человек из 86 регионов России. Ну а сегодня мы узнаем, кто станет лучшим земским почтальоном 2026 года. Поблагодарим людей, ежедневно сохраняющих живую связь между жителями, селами, малыми городами и всей страной. Друзья, когда мы говорим о российском селе, мы говорим о масштабе всей страны. В России более 36 миллионов человек живут в сельской местности. По данным переписи, в стране насчитывается более 150 тысяч сельских населенных пунктов.
За этими цифрами стоят села, деревни, станицы, поселки, семьи, трудовые династии, школы, дома культуры и фермерские хозяйства. И, конечно же, люди, ежедневно создающие жизнь на своих территориях. Село сегодня объединяет самые разные сферы: образование, медицину, культуру, спорт, предпринимательство, производство, науку и современные технологии. Именно поэтому агродиктант звучит так широко. Он помогает увидеть агропромышленный комплекс как большую, живую и перспективную отрасль. Отрасль, связанную с жизнью миллионов людей и будущим нашей страны. В продолжении программы форума после агродиктанта сегодня пройдут тематические круглые столы, посвященные ключевым направлениям развития сельских территорий. Участники обсудят инфраструктуру современного села, повышение доходности малого бизнеса и новый образ сельской жизни. Также в программе развития сельских школ, социальные сервисы для старшего поколения и молодежи, сохранение народных промыслов. Отдельное внимание уделяют доступной медицине, спорту и традициям охотничьего хозяйства. Каждая из этих тем напрямую связана с качеством жизни людей на селе, с дорогами, школами, работой, здоровьем, культурой и возможностями для молодежи. А еще с сохранением уникального наследия российских регионов. Круглые столы станут пространством для живого разговора, обмена опытом и поиска практических решений для развития сельских территорий по всей стране. Концерт. Завершением сегодняшнего дня станет открытие 12-го фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Вечером гостей форума ждет концерт «Единство. Наследие. Россия» с участием народной артистки Российской Федерации Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня». Это будет теплая встреча с музыкой, традициями, живым народным звучанием и культурным наследием малых городов и сельских поселений в нашей страны. Приглашаем всех участников форума обязательно присоединиться к этому событию. Концерт пройдет в этом же здании, в концертном зале. Начало в 19:00. Самые стойкие, пишет агродиктант. Агродиктант подходит уже к нашему завершению. Спасибо всем, кто сегодня отвечал на вопросы, вспоминал, размышлял и, возможно, открывал для себя что-то новое. Мы еще раз увидели, насколько широка и интересна тема агропромышленного комплекса. В ней соединяется история, наука, технологии, экология, производство, развитие территорий и, конечно же, люди. Сегодня агропромышленный комплекс – это современная, технологичная и очень перспективная отрасль. И особенно важно, что все больше молодых людей начинает смотреть на село как на пространство больших возможностей, развития и будущего.
Результаты вы узнаете в первой половине июня. На указанную вами почту придут сертификаты с набранными баллами. Кстати, если вы еще захотите пройти агродиктант повторно, такая возможность есть на сайте agrodictant.rf. Вы сможете пройти тестирование онлайн уже с новыми вопросами. Благодарим всех участников за внимание, включенность и интерес. Спасибо большое. До скорых встреч.